конечно, ужас. Мы сейчас шли через улья. Очень страшно, пчелы просто роя. Все лежит вообще без какого-либо раствора. Такие вот чаши. На колоритной турецкой машине, на механике, там, с разобранными сиденьями попутешествовать. Привет, мы Алена и Дима. Это наш 18-й день путешествия по Турции и 3-й день путешествия на авто. Это вторая часть дня, и мы пытаемся добраться до античной крепости, спрятанной среди теплиц. В горах какой-то апокалипсис. Туча висит. На дереве гранаты. Лимоны. Едем по дебрям, как всегда. В первой части мы побывали на пляже города и в античном порту Миры Адриаке, где посетили музей ликийских цивилизаций. А еще поправили здоровье в ледяном источнике. Обо всем мы рассказывали в предыдущем видео. Ну что, попытаемся сейчас штурмовать крепость по вот этой дороге. Мы притормозили около обочины, и местные остановились, не поняли, что происходит, почему мы стоим с аварийкой, а мы искали дорогу как раз. И подъехали, спросили, есть ли какие-то проблемы с машиной. Мы сказали, что нет, и сказали, что хотим подняться на крепость. Они говорят, что нужно идти пешком, потому что дорога здесь вот такая. Ну, понятно, наша машина сюда не заедет, не джип. Вот. Туда мы идем. Так, ты говоришь, что пока нормальная дорога, мы бы сюда заехали. Ладно. Идем пока пешком. Да? Ayağım farmer. Sera var ileride. Plastik sera. Ага. Biber. Keeper. İngilizce, speak English? Yes. Вот нас местные фермеры немного подвезли. Дорожка тут такая, конечно, тут вот уже не заехать совсем. Поэтому и здесь уже бросить машину вообще не вариант. Здесь уже даже идти тяжело. И камушки уходят из-под ног, и земля такая местами мягкая. Сейчас покажу еще. Не видно, конечно, сейчас рельеф, но прям раз и горка, раз и каменюка. А с этой стороны вязка. Ну, короче, дорожка так себе. Оставляйте машину внизу у теплиц, если вы приедете сюда. А пока мы шли, нас подбросил немножко местный фермер. Разговаривает по-английски. Очень были рады тому, что я говорю по-турецки. Радуются как дети, правда? Это очень здорово. И вот такие вот случайные встречи, да, вот я все время говорю про эти случайные встречи. А как объяснить, не знаю. И вот то, о чем я говорю, понимают только те люди, кто с нами путешествовал. Потом начинают самостоятельно путешествовать тоже. И они уже понимают, что это такое, все вот эти вот встречи, знакомства. Вот. Все, наверное, пока что хотела сказать. Идем дальше. Крепость красивая. Просто какой-то Unreal. Мне нравится. Ликийская тропа проходит. Вот знак Ликийской тропы. Здесь вот какая-то пещерка. А вот там вообще какое-то углубление, как бассейн. Так что мы с вами на Ликийской тропе. И какой вид на залив, вот мимо которого мы проезжали сейчас, я снимала. И на морюшко.
Закат. В церкви мы, наверное, уже не успеваем. И, наверное, не успеем попасть в этот раз в церкви. Ну, потому что уже закат. Вот солнышко уже садится потихоньку. Я думаю, что нам бы добраться до вот этой крепости. В общем, в Турции посмотреть все. Делать ничего. Да, делать нечего. Посмотреть все просто нереально. Ох, какие луны. Просто офигенные. А закатные краски какие. Теплиц внизу. Мы уже, можно сказать, в горах. Здесь ули. Ой, мы уже дошли. Класс. Я думала, что карабкаться и карабкаться вверх. А мы уже пришли. Да, нас подвезли как бы. Причем за разговорами не замечаешь, сколько времени прошло. Сколько ты уже проехал. Вот, мы уже пришли. Ой, колючки тут. Улей. Там какая-то арочка вон внизу. Вон там, видишь? Арка. А тут вот такие вот чаши. Что они значат, я не знаю. И здесь тоже. И вот там как будто, да? Чаша. И вот здесь. И вот там. В общем, такое интересное местечко. Конечно, ужас. Мы сейчас шли через улья. Очень страшно. Пчелы просто роем летают. Ужас до сих пор тут. Так что мы сейчас пошли отсюда уже. Хорошо, что оно не вкусное. Невкусно. Не кусается. Тоже фиг зайдешь, да? Да, можно посмотреть. Ну я через улья больше не пойду. Там лестница деревянная. Класс. Слушай, а тут какие-то вот чаны стояли, кажись. Да. Тут вот прям углубление такое. Ну да, что-то стояло. А тут вообще выпилено. Да. Может, Может. Офигеть. мы внутри. Мы внутри. Только что Дима стоял вот на этой стене. Тут огромная овальная ниша, глубиной метра, наверное, 4. Я иду к тебе. Вот мы и забрались. Причем оно, смотри, все лежит вообще без какого-либо Да. раствора. Здесь Просто- вот такая вот штуки. Это, наверное, типа цистерны, да, что-то? Может, дверного шарнира остались выемки. Видишь? Вот Мгм. круглая была. Где? Цилиндрическое что-то. И с той стороны также. И эта дверь открывалась, закрывалась. Офигеть, точно. Да. Шарнир. Двери. Выемки. Все без единого Гвоздя. гвоздя, да. Просто все лежит, камни друг на друге. Птичку побеспокоили. Мы сейчас уйдем, птичка.
Идем назад новым путем, не через пчел, потому что там реально страшно. Опасно, да. Тут может быть тоже, но посмотрим. Ну что, путь обходной есть, мы прошли. Вы тоже сможете. Вот мы сейчас вот с этой стороны. Здесь вот знаки, показывающие Ликийскую тропу. Но мы идем дальше. Вот сейчас залезем и выйдем. Может, место классное? Да? Тебе понравилось? А какой тут закат? Сейчас я вам покажу. Это что-то невероятное. Камера всех красок не передает. Ну что, прощай, Истион. Мы идем дальше. Античную? Древнюю. Зато ликийцы потеряли. Когда мы ехали сюда, искали это место, у меня в голове мысль крутилась, было прикольно, прям вот такой на колоритной турецкой машине, там Тофашка 90-го года выпуска, на механике, там с разодранными сиденьями, попутешествовать вот по Турции, прям нюхнуть колориты. Нюхнул? Как раз на такой машине первый раз за 10 лет подвезли фермеры. Ну, в общем, мне хватило. Да? Этих 5 Мечта минут. Мечта исполнилась. Мечта исполнилась, да. Я Спасибо, Вселенная. больше без Тофака. Современные машины лучше. Ну и лучшее, что нас подвезли все равно. Нет, я говорю, как совпало. Что удачно нас подвезли, и мы успели к хорошему свету. Уже потому что сейчас я покажу вам Иссион еще раз. Вот отсюда. Вот он. Уже в темноте. 18:00. Как у бабушки, 3/6. Ну, нам надо такую же, да, в сад? К бабушке, на фазенду. Тогда всем... Утром зашел полоть. Вот там вот вечером вышел. А они, кстати, трубы, видишь, у них стоят? Это вентиляция или что? Или отопление? Они просто вот в этой глине измазаны. А так-то они белые все. Да. Ну, всё. На самом деле вот такая большая. А сейчас не переключайтесь. В конце видео мы заглянем в Лаканту, поужинаем. Не забывайте подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. В следующем видео мы расскажем, как искали церкви в окрестностях городка Демре. Вы, конечно же, знаете, что в путешествиях по Турции самую вкусную и бюджетную еду можно найти в Лакантах. Название Лаканты в Демре оставлю в описании и в комментариях. Красная капуста и айсберг. Надо Там вообще прямой эфир, да, выпускать? опять жрет на ночь. Ну,